Так, ну что, ребятки, я снова лечу в Анкару, но в этот раз у меня будет даже пару часов, чтобы погулять по городу, поэтому погнали. Flight number PC2668 to Ankara are kindly invited to board at gate number 211. Я в центре Анкары, погнали изучать город. Единственный проблем на сейчас это 50% на моем айфоне. Будем как-то это решать. Мне сегодня повезло с погодой, солнечно. Людей так много на улицах. В центре города, недалеко от этой мечети, есть бесплатный Wi-Fi. Вообще так время у меня ограничено, поэтому я не смогу много локаций оббежать. Хотя в Анкаре есть вообще-то что посмотреть. И когда я отмечала локации на карте, я увидела, что есть куча музеев, которые, может быть, в один я успею забежать. Куча парков, куча исторических мест. Кстати, сейчас направляюсь вот туда, наверх. Это замок Анкары. Будем подниматься, потеть. Я оделась очень тепло, потому что в Анкаре обычно прохладнее, чем в Стамбуле осенью и зимой. Так, котики тут тоже имеются. Тут, видимо, какой-то торговый квартал. Очень похоже на улицу рядом с Галатской башней в Стамбуле, где тоже продают светильники и все, что связано со светом. Так, нет, зарядка у меня вообще максимально быстро садится, поэтому я решила попить чаек с розеткой. Чай 15 лир. Конечно, я бы хотела лучше сидеть вот там, на улице. Там такая прекрасная погода и наблюдать за местными, но мне нужна зарядка. Кстати, знаете, здесь в Турции я научилась пить горячий чай, потому что раньше я смотрела на людей, которые пьют прям кипяток сразу, не ждут, пока он остынет. И для меня они казались сверхлюдьми с сверхспособностями. Pardon, bir daha çay alabilir miyim? Все, погнали дальше. Так, интересно, здесь дороги так же, как в Стамбуле, переходят? Хоть где? Потому что если да, то я побежала. Так, здесь путь лежит через парк. Очень красивое ухоженное место здесь. Но мне, к сожалению, не туда, а сюда. Очень милые домики здесь. Только непонятно, что это, потому что на жилые дома не похожи. Анкара сегодня затянута дымкой, туманом, так что плохо видно город. Но даже так мне нравятся вот эти силуэты мечетей и высоток. В этом тоже есть какой-то шарм, you know. Или это я просто себя так успокаиваю, потому что я поднималась, ничего не видно. Здесь, конечно, супер туристическое место, но, по крайней мере, сейчас туристов минимальное количество. И, если честно, я думаю, как вообще эти бизнесы все выживают, и не могу найти ответ. Ну ладно, я лучше о себе буду волноваться, да ведь? Так, это что? Рус-Сараи? Ну-ка. Итак, оказалось, что это музей русско-турецкой дружбы. Представляете? Он был закрыт, к сожалению, так что у меня появилась плюс одна локация, куда я хочу вернуться повторно в Анкаре. По отзывам в Google картах многие посетители отмечают гостеприимство персонала, интересные экспозиции и еще возможность выйти на балкон с панорамным видом на Анкару. Как я понимаю, в музее есть также экспонаты со времен эвакуации белой эмиграции в Константинополь и в Галиполи. Если честно, я не понимаю, куда идти, где сама смотровая площадка, так что иду просто куда глаза глядят. Знаете, здесь столько разных лавочек, разными сувенирами. Туристов очень мало. Но я благодарна всем продавцам и владельцам лавок, что здесь никто не зазывает тебя купить. Ты просто гуляешь спокойно. Хочешь — купи, не хочешь — не покупай. Так, сейчас я иду еще в один райончик. Птички сегодня мне делают кадр вообще. Спасибо вам, ребят.
Знаете, я очень люблю изучать новые места, смотреть какие-то исторические факты про них, узнавать что-то новое, интересное для себя. Но когда я приезжаю в город впервые, грубо говоря, я сегодня впервые в Анкаре, потому что я, правда, открываю ее с новой стороны. И для меня самый кайф, когда я только приезжаю в новое место, это даже не ходить по точкам историческим, хотя очень хочется и очень интересно. Но все-таки для меня будто бы важнее создать первое впечатление о городе, просто погрузиться в атмосферу этого города, посмотреть, как живут люди, что они делают, куда бегут, что едят. Просто наблюдать за жизнью людей в другом городе. Для меня это самый кайф, честное слово. И сейчас вот я хожу, наслаждаюсь, улыбаюсь. Наверное, это выглядит со стороны странно. Кстати, здесь как будто бы человек с камерой не так привычно для людей, поэтому многие, правда, оглядываются. Сейчас я иду в направлении музея искусств и скульптуры. Очень бы хотела зайти, но боюсь, что сегодня времени у меня уже не хватит. Время уже 3, скоро будет темнеть. Так что мы сейчас пройдем просто мимо него. Ну, конечно, для такого большого города, как Анкара, пары часов, чтобы посмотреть его, но совершенно не хватает. Хочется гулять и гулять. Так, вот музей. Думаю, что в следующий раз, если я приеду в Анкару, и у меня получится опять выкроить пару часов на город, то я обязательно сюда схожу. Потому что, говорят, музей неплохой. Сейчас идем в Генджелик парк, если я правильно произношу. No, I'm walking around Ankara. Welcome. Thank you. I'm going to Ethnography Museum. Okay, I have limited time, that's why I want to see the outside. You like walk alone? Yeah. Попался по пути мужичок, такой забавный, ему лет 60. Он что-то меня спросил по-турецки, я говорю, я иностранец, ничего не знаю по-турецки. Он сразу переключился на английский, в общем-то хотел пригласить меня в музей. Потом говорит, давай кофе попьем. Я говорю, да вообще-то я хочу Анкару посмотреть. Он говорит, блин, так жалко, а ты откуда? Когда здесь, кстати, турки узнают, что мы из России, они все очень радуются, потому что они любят, как я уже говорила, россиян, украинцев, белорусов. Мы у них какие-то теплые ассоциации вызываем. Мы для них вообще одно. My elder brother was in Belarus, in Minsk. Окей. Так, я плавно перехожу в режим Варламова, но была пешеходная дорожка. Сейчас куда мне идти? А я тем временем замерзла. Дошла до этого парка, который называется Генджелик парки. И вот такая красота здесь расположена. Сейчас декабрь, а все равно как-то зелено, да, даже? Так, сейчас я выхожу на бульвар Ататюрка и буду топать до ближайшей кофейни. А, так я отсюда и начала свой путь, представляете? А, нет, не то. Ладно, пойдем греться. Ребята, мне так интересно здесь гулять. И мне кажется, из-за того, что у меня ограниченное время, я еще более тупые маршруты выбираю, чтобы успеть все, и по факту ничего не успеваю. Вот красота. Там красота. Ладно, anyway, ребят, я наслаждаюсь в любом случае. Просто качество контента при такой подготовке шо или бойли, как говорится. Конечно, я бы хотела с дядечкой в музей сходить. Я уверена, что он бы мне кучу всего интересного про Анкару рассказал, про Турцию в целом. И там красиво, посмотрите. Тут много где красиво. Вот я удивлена, но я получаю эстетическое наслаждение здесь. Из окна машины всегда Анкара мне казалось... Вот, кстати, опять, как мне тут дорогу переходить, да, это вроде бы для пешеходов. Вот всегда из окна машины мне Анкара казалась такой песчано, как будто она какой-то город среди пустыни, бездушный и каменный. А сейчас я гуляю, и мне нравится она все больше и больше. Грамм. Alabilir miyim? Теперь ederiz. Купила орешков. Вот, а знаете что? Вот этот дядя меня преследует всю дорогу. Он то сзади, то спереди. Я заходила в магазин, то есть он не должен быть рядом со мной. Он все еще идет рядом. Как так? Но я дядю не боюсь на самом деле. Мне бы уже зарядку найти. О, надо бежать. Переходим на красный, это норма. Знаете, Анкара, конечно, тоже город контрастов, потому что он настолько современный и настолько консервативный. Мне это очень бросается в глаза, поэтому я надену очки. Ха-ха. Стамбул тоже город контрастов, еще какой. Видимо, там у меня уже глаз замылился. Здесь новое свежее впечатление. Я вижу столько современной молодежи и в то же время столько религиозных, консервативных дядь и теть. Конечно, внешность здесь это тупо, но это же все-таки первое. О, опять птички красивые.
Не видно, наверное, вон они улетели. Я сегодня встречаю неприятных людей на своем пути, знаете? Обычно в Турции у меня не так. Но это не связано с Анкарой, потому что первый неприятный человек был в аэропорту Стамбула, вторая неприятная девушка была уже по прилету в Анкаре. Ай, птички красиво летают. И тут я тоже, понимаете, хожу с раскрытым ртом, останавливаюсь резко и снимаю на видео. Это, видите ли, мешает людям. Амин, я понимаю, конечно. Но да, вот такой я режим туриста, который всех раздражает сегодня почему-то. А может быть, это я зацикливаюсь, то есть я это замечаю, поэтому этого в моей жизни еще и больше становится. Если не замечать, может быть, вообще сегодня обычный день, может я вообще сама себе все это придумала. Вон, сколько птиц! Давайте, птички, у меня 10% осталось. Взлетайте. Вот я только уберу камеру, и они полетят 100%. Кстати, здесь тоже такая движуха, конечно. Ну что, не будете? Ладно, я пошла в Starbucks. Я сейчас, знаете, была как эта девушка из Инстаграма, которая 15% на телефоне, и она решила зарядить телефон перед выходом. Поставила на зарядку, подождала 10 секунд, достала из розетки и пошла. Вот это было примерно то же самое. В общем, могла бы и дольше сидеть и заряжать, но времечко тикает, уже 4:30, скоро солнце сядет. Я хочу успеть на последнюю локацию. Что это? Где я? Это я перехожу дорогу по мосту. Сейчас я бегу. Очень хочу... Очень хочу успеть, пока солнце не село, посмотреть еще одну достопримечательность, которая, мне кажется, даже одна из главных, скорее всего, здесь, в Анкаре, да и в целом, в принципе, потому что она очень символичная. Я забыла, как она называется, да, но это мавзолей Ататюрка. Так что, да, очень хочется эту локацию зацепить, так что я бегу туда. О, еще концерт зацепим сейчас с вами. Кстати, что я отметила, Анкара очень чистый город. Смотрите, я иду по улице, ни одной соринки. По сравнению со Стамбулом, как будто бы здесь чище. Аныт-Кабир называется. Опять птички красиво летают. Что за день такой сегодня? О, смотрите, как красиво. Солнечный свет всю эту дымку подсвечивает. Откуда эта дымка, правда? Со стройки, что ли? Вот так можно находить прекрасное, даже в таком, казалось бы, неприглядном. Фу, а мне опять жарко, потому что я топлю, потому что солнышко садится. Вот тоже сквер небольшой, зеленый. И хоть Анкара и тоже огромный город, не думаю, что она больше Стамбула. И, кстати, опять же, много всяких баскетбольных площадок и детских площадок. Не думаю, что больше Стамбула, хотя, может быть... Да не, вряд ли больше. Однако здесь с трафиком проще. Там, конечно, есть часы пик. Не знаю, где его в часы пик нет вообще. Жить, как мне кажется, здесь проще. Иметь машину здесь проще. Добираться из точки А в точку Б проще. Город движовый, но более спокойный, не такой суетной, как Стамбул. А я сейчас иду по супер таким спальным райончикам. Очень приятная улочка, кстати. Побывать в Анкаре, я думаю, полного одного дня вам хватит на основные достопримечательности. Это если прям с самого утра до вечера. Но я бы заложила, наверное, пару-тройку дней, потому что здесь также за городом есть какое-то невероятно красивое озеро, куда бы я тоже хотела съездить. Вот. Так что посмотреть, правда, есть что. Кстати, напоминаю, Анкара — это столица Турции, да? Мы это помним и знаем, да ведь? Не Стамбул, нет. Анкара. Как говорят, ху, прилетел цветок, листок. Амин. По-турецки Анкара — это Анкара. Знаете что, я подхожу к месту, у меня такое чувство, что оно закрыто будет, потому что там все в заборах. Но я вижу, оно такое красивое, но походу нет, не суждено. Просим у охраны. Is it closed? Мавзолей работает до 4, и после 4 ограждения, и никого не пускают. Но я вам покажу хотя бы краем глаза, окей? Вот, экскурсия, которую мы заслужили. На этой грустной ноте. Хорошо, давайте сделаем не грустную ноту, а веселую. Это была часть 1, и, возможно, будет часть 2. А я решила идти до отеля пешком. Идти мне где-то час. Кстати, есть велодорожки. Короче, по карте оказалось, что идти не час, а полтора. И тут я поняла, что я уже совсем без сил. В общем, я взяла такси. И здесь на пассажирском сиденье, сейчас покажу, есть вот такой монитор. Он сейчас немножко глючит, но вообще-то он мне предложил выбрать язык. Турецкий, английский, еще какой-то. Спросил, куда вы хотите ехать. Я написала название отеля и написала зашерить с водителем. И у водителя там тоже есть свой мониторчик. Это очень удобно. Вот тут есть всякая информация о нашей поездке. Это очень удобно, особенно иностранцу, чтобы не объяснять, куда ехать, какой адрес, или не отдавать свой телефон с навигатором водителю, потому что я часто так делаю. И можно картой расплатиться. Класс.
Ну и, кстати, это система Яндекс. Да, здесь, кстати, много кто из водителей использует именно навигатор Яндекс, предпочитают Гуглу. Машинка почему-то вот так боком валит. Хорошо, что я взяла такси. Знаете, когда делаешь паузу, садишься, только тогда понимаешь, насколько ты устал. Evet, burada. Ну, теперь точно все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если да, ставьте лайк, если нет. Пока!